Я читатель романов. Жить хочу, как Обломов, только чтоб без обманов, только чтоб без обломов. Это не только Константин Арбенин, и я думаю, что это любой читатель романа Гончарова «Обломов» примерно так думает. Конечно, хорошо лежать на диване, никуда не торопиться, не растрачивать себя по мелочам, думать о чем-то только очень значительном и высоком. Понятно как, не очень понятно где. Хотя Гончаров с первой же строчки обозначает место действия. В Гороховой улице лежал Илья Ильич Обломов. Почему Гороховой, если сам, например, Гончаров в это время живет на Невском проспекте? Но нельзя же положить на диван Обломова на шумном Невском. Поэтому мы отойдем чуть в сторону. Гороховая тоже не очень тихая улица, и она является в XIX веке таким разделом между Невским проспектом, Парадным Петербургом, где дорогие квартиры, где огромные дома, дворцы, и в 5 минутах ходьбы. И с другой стороне чрево Петербурга, дно Петербурга, Сенная площадь, где самые дешевые квартиры, где публичные дома, где рынок, где самый центр криминала Петербурга. И Обломов лежит ровно посередине между Парадным Петербургом и страшным Петербургом, Петербургом нищеты. Также и в его доме все сочетается. С одной стороны, это какие-то предметы роскоши, а с другой стороны, они все уже покрылись пылью, они все запущенные, и никто давно в этом доме не убирал и не приводил его в порядок, поэтому он не кажется богатым и фешенебельным. Почему именно Гороховая? Гончаров не назвал дом, где поселил Обломова, и, конечно, всем интересно найти этот Обломовский дом. Какой же дом на Гороховой улице выбрать для Обломова? Во-первых, это должен быть дом очень большой, доходный, то есть построенный изначально для того, чтобы сдавать квартиры в наем. Не очень дорогой, с высокими вторыми этажами для Обломова. И исследователи иногда останавливаются на доме 34-м, потому что у него достаточно интересная самостоятельная история, никак не связанная ни с Гончаровым, ни с Ильей Ильичем Обломовым. Я же предлагаю посмотреть на дома 46 и 48, потому что в XIX веке в одном из этих домов жил очень необычный постоялец. Это первый адрес Николая Васильевича Гоголя. Он сюда приезжает и здесь поселяется в Петербурге из провинции, как и автор Обломова, как и сам Илья Ильич Обломов. И поэтому все свои первые впечатления от столичной жизни он будет описывать, сидя в этом доме, в письмах своей маменьки. О маменьке он писал обо всем на свете, все, что его поразило, все, что его удивило. А в Петербурге его удивляет очень многое. Если мы эти письма прочитаем, мы будем удивлены. Например, все служащие да должностные, все толкуют о своих департаментах да коллегиях, все подавлено, все погрязло в бездельных, ничтожных трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь их. Это письмо Гоголя. Но как это оказывается близко и созвучно мыслям Ильи Ильича Обломова в первой части романа, когда к нему приходит, например, Судьбинский и предлагает ему вернуться в департамент, заниматься чиновничьей работой, но Илья Ильич не хочет, потому что все ничтожно. Или еще одно письмо Гоголя матери. Но и жить там век, где не представляется совершенно впереди ничего, где все лета, проведенные в ничтожных занятиях, будут тяжким упреком звучать в душе, в опустелой душе. Это убийственно.
Увяз, любезный друг, по уши увяз, думал Обломов, провожая его глазами. И слеп, и глух, и нем для всего остального в мире. А выйдет в люди, будет со временем ворочать делами, чинов нахватает. И это у нас называется карьерой. А как тут мало человека-то нужно. Ума его, воли, чувства. Зачем это? Роскошь. Абсолютно созвучные мысли. Но к Обломову приходят и другие посетители, и они тоже удивительно перекликаются с гогелевскими наблюдениями. Гоголь матери. Все эти, однако ж, гулянья несносны, особенно Екатеринговское 1 мая. Все удовольствие состоит в том, что прогуливающиеся садятся в кареты, чтобы объехать кругом Екатерингов. У Гончарова в романе «Обломов». 1 мая в Екатерингофе не быть, что вы, Илья Ильич, с изумлением говорил Волков. Да там все. Ну, как же все? Нет, не все, лениво заметил Обломов. Вот это абсолютное пересечение и места, и времени, Екатерингов 1 мая, случайно ли? Не думаю. Откуда же Гончаров мог узнать и прочитать это? Дело в том, что Гончаров очень любил Гоголя и считал его самым значительным русским прозаиком. Он очень хорошо его знал, его творчество, потому что даже говорил, Гоголя читать невозможно, откроешь на любой странице, и все я знаю наизусть. И Гончаров работал цензором. Его многие за это не любили, многие упрекали, но он был вполне гуманным цензором и делал замечания скорее больше художественные. Так вот, в это время, когда Гончаров пишет роман «Обломов», готовится к выпуску первое полное собрание сочинения Гоголя с письмами матери. А матери действительно он писал абсолютно все. «Дорогая, любезная маменька». И такие слова, которые писал Гоголь, легко мог написать и герой Гончарова Обломов. Итак, Гоголь живет в доме Голыбина, пишет письма маменьке почти каждый день, пишет обо всем на свете. На меня напала хандра или другое подобное, и я уже около недели сижу, поджавши руки, и ничего не делаю. Не от неудач ли это, которые меня совершенно обравнодушили ко всему? Какое Гоголь здесь подобрал слово «обравнодушили». И то, что он описывает свое состояние, вот эта петербургская хандра, которая на него напала, это и есть та самая петербургская обломовщина, которая господствует в квартире Ильи Ильича. И еще Гоголь в письме матери упоминает одного своего странного соседа. Очень странный человек, который всегда сидит дома, никуда не выходит, ничего ему не надо. Он уже так давно в Петербурге, несколько лет, а я здесь буквально несколько недель и уже облазил все вокруг. И на Невском бывал уж значительно чаще, чем он. Может быть, этот странный сосед и оказался прототипом Ильи Ильича Обломова. Но и у женских персонажей в романе тоже будут не совсем случайные имена. Очевидно, происхождение фамилии Ольги Ильинской, потому что у нее будет роман с Ильей Ильичем. И она Ильинская, она для него, она про него, и он будет один из самых главных людей в ее жизни. А Агафья Матвеевна-то Пшеницына, почему так названа? Пшеницына, понятно, дородная, вкусная, сдобная, с ямочками на руках, с ней так тепло и комфортно, как запах теплого хлеба. А имя такое откуда? Тоже, как ни странно, Гоголь в одном из писем предлагает матери, просит ее обратиться к старожилам и называет Агафью Матвеевну, которая знает все и обо всех, и обо всем. Вот ей-то можно доверять. Мать Гончарова звали Авдотья Матвеевна. Может быть, это наложение двух имен, но, тем не менее, персонаж у нас получается вот тоже такой же. Можно доверять, она что-то знает, она знает путь к сердцу Обломова. И на Выборгскую сторону он уже поедет к ней. Обломов переезжает на Выборгскую сторону, в дом Агафьи Матвеевны Пшеницыной.
Что же тогда представляет собой эта часть Петербурга в XIX веке? Это маленькие домики, которые больше похожи на дачи, это скорее уже загород. У Агафьи Матвеевны дом с огородом, во дворе растет капуста, и Обломову там очень комфортно, вкусно, тепло и очень покойно. Как это не похоже на вообще столичную жизнь? Он нашел свою Обломовку на Выборгской стороне, но сейчас нам поселить его там негде. Выборгская сторона очень быстро застраивается и становится такой промышленной зоной, поэтому даже похожего на обломовский уголок места мы сейчас там не найдем. И я предлагаю поселить Обломова в конце романа в доме самого автора Ивана Александровича Гончарова на улице Маховой, дом 3, где автор прожил 34 года. Потому что здесь тоже тихо и спокойно, потому что вроде бы в самом центре города, но так далеко от всей суеты и возни Невского проспекта. Шум не доходит до сюда. И Гончаров имел, кстати, прозвище «Принц де Лень», так называли его друзья. Он не очень обижался, считал, что в этом есть доля правды. И для того, чтобы победить в себе эту лень, для того, чтобы преодолеть в себе Обломова, он заставляет себя встать с дивана и отправляется в кругосветное путешествие на долгих 3 года. И опишет он это в романе «Фрегат Паллада». Подробно-подробно все свое путешествие во всех странах. И этот же человек, которого считали таким ленивым и неповоротливым, напишет 3 больших, объемных, хороших романа. Поэтому он в себе Обломова преодолеть сумел, но писал его немножко с себя. И всегда говорил, что Обломов – это я, так же, как говорит это любой читатель. А я в школе Обломова не читала, потому что его не было в школьной программе. И его действительно на несколько десятилетий из школы изъяли. Хотя, казалось бы, для советской власти очень удобный пример барина, который является пережитком прошлого, пережитком крепостничества. И на этом образце как раз его изобличить. Однако, я думаю, что каждый читатель испытывает еще и чувство симпатии к этому персонажу. И он не просто пережиток прошлого, он немножечко каждый из нас, и человек очень симпатичный, глубокий, умный, тонкий, который во всем хочет дойти до сути, который думает, как и зачем он живет.